Знаете ли вы, что в Польше ежегодно от загрязнения воздуха преждевременно умирает более 40 тысяч человек? Это минимум 20 раз больше, чем погибает в ДТП. Из-за грязного воздуха каждый поляк живет в среднем на 9 месяцев меньше. Казалось бы, проблема очевидна, но часть поляков в принципе ее отрицают, что я увидела по комментариям в обзоре Польши. Тем не менее, сегодня мы поговорим о том, почему это происходит и что с этим делать. Вся информация в этом видео из официальных источников. ВОЗ, Европейское агентство по окружающей среде, все цифры проверены, насколько это можно. В описании под видео вы сможете найти все ссылки. И да, я не эксперт, а обычный человек, для которого здоровье – одна из главных ценностей. Поэтому не доверяйте мне на слово, а проверяйте после просмотра самостоятельно. У нас в Польше, к сожалению, один из самых грязных воздухов в Европе. И это факт. По данным ВОЗ, в Польше наблюдается самая высокая концентрация PM2,5 и бензопирена среди всех стран ЕС. Простыми словами, PM2,5 – это очень мелкие частицы в воздухе, которые наносят вред при большом количестве, а бензопирен – сильный канцероген, приводящий к раку. Также Европейское агентство по окружающей среде отмечает, что в 2017 году концентрация PM2,5 превышала допустимые нормы в 7 странах ЕС, включая Польшу. Почему же тут все так плохо? Основные причины – это устаревшие системы отопления в домах, использующие уголь и дрова, выбросы от автомобилей и промышленных предприятий. Именно эти источники выбрасывают в атмосферу огромное количество мелких частиц, которые проникают глубоко в легкие и наносят непоправимый вред здоровью. При этом, что интересно, в небольших городах и деревнях качество воздуха часто хуже, чем в крупных мегаполисах. Это связано с тем, что в сельской местности до сих пор широко используется уголь для отопления домов. Загрязнение воздуха – это не просто неприятный запах и серый туман за окном, это реальная угроза для здоровья, которая приводит к развитию болезней сердца, легких и к раку. К сожалению, в Польше наблюдается высокая заболеваемость астмой, хронической обструктивной болезнью легких и раком легких. В 2016 году, по оценкам, от 25 до 44 тысяч смертей были вызваны загрязнением воздуха мелкими частицами PM2,5. А как это влияет на детей? Их организм еще только формируется, и вредные вещества могут нанести непоправимый вред развитию легких, иммунной и нервной системы. Более того, влияние идет также на неврологическое развитие и когнитивные способности детей. Также грязный воздух может привести к неблагоприятным исходам беременности, таким как преждевременные роды и низкий вес при рождении. Что будет, если не предпринимать никаких мер? Рост заболеваемости, снижение продолжительности жизни и ухудшение качества жизни в целом. И неважно, знаете вы об этом или нет, эти болезни развиваются плавно и незаметно. Несмотря на не особо приятные факты, в Польше все-таки принимаются меры для борьбы с загрязнением воздуха. В 2015 году был принят закон о борьбе со смогом, который позволяет местным властям запрещать сжигание угля и других вредных веществ в домах. Власти активно внедряют программы по модернизации систем отопления и переходу на более экологичные виды топлива. Одним из самых масштабных проектов является программа «Чисте повietrze», которая предоставляет субсидии на замену старых котлов и утепление домов. В апреле 2024 года Всемирный банк предоставил Польше кредит в размере 250 миллионов евро на поддержку этой программы. И это далеко не единственная инициатива. В рамках программы Stop Smog малообеспеченные семьи могут получать до 100% финансирования на замену старых печей и утепление домов. В Варшаве действует программа Кавка, которая также предоставляет субсидии на замену источников тепла. Кроме того, реализуются проекты по развитию общественного транспорта и созданию зон с ограниченным движением автомобилей. Развивается и велоинфраструктура. Но понятно, что ответственность за наше здоровье лежит в первую очередь на нас. Поэтому нужно максимально обезопасить себя и своих близких, чтобы жить долгую жизнь и не страдать от болезней. Что же можно сделать? Во-первых, в принципе, следить за качеством воздуха, как за прогнозом погоды. Это помогает планировать свои прогулки и активности на свежем воздухе. Есть много разных приложений для мониторинга. Мы лично используем IQ Air. Там можно найти свой район для большей точности данных и закрепить виджет на рабочем столе, чтобы быстрее сверяться. А вообще этих приложений много. Выбирайте на свой вкус. Airly, Jakość powietrza w Polsce и другие. Я просто больше доверяю IQ Air. А вообще, чем больше использовать сервисов для мониторинга, тем лучше.
Мы еще проверяем Google карты и EQWeather.com. Польский же сайт почему-то завышает допустимые нормы на один уровень, то есть если везде качество воздуха среднее, то тут подозрительно хорошее. Кстати, не всегда можно определить визуально и на запах качество воздуха. Иногда может жестко вонять углем и резиной, и видно смог, а иногда всего этого нет. Напишите в комментариях, если замечаете этот запах, особенно зимой, и видите черный смог на окнах. Во-вторых, использовать очистители воздуха. Так или иначе, даже не выходя из дома, мы вдыхаем вредные частицы, поэтому их важно фильтровать. Современные очистители эффективно удаляют из воздуха мелкие частицы, аллергены и другие вредные вещества. При выборе очистителя обращайте внимание на его производительность и тип фильтра, так как у них бывают разные цели и особенности. Например, мы заказали 2 очистителя Xiaomi угольного типа. Один побольше, второй поменьше, для разных комнат. Он достаточно популярный, стильный, тихий, и им удобно управлять в отдельном приложении. Ссылки на оба очистителя оставлю внизу под видео. Они реферальные, поэтому если сделаете по ним заказ, это даст небольшую поддержку моему каналу. Спасибо большое! В целом очистителей много. Популярных марок и не очень, подороже, подешевле, с фильтром HEPA, угольным и не только. Мы вот выбрали лучший для себя и вот уже несколько месяцев пользуемся, поэтому могу рекомендовать. В-третьих, если показатели оранжевого, красного или для чувствительных людей желтого цвета, а выходить на улицу надо, надевайте маски N95 или KN95. Только они эффективно защищают от смога. Хотя выглядит, конечно, так себе, и другим может показаться, что вы чем-то больны, потому что на улицах Польши встретить людей в масках практически невозможно. И это их выбор. Мой выбор – быть здоровой. Каждый свободен в этом выборе, и каждому отвечать за его последствия. Я в целом считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть. И в-четвертых, выбирайте для прогулок парки и зеленые зоны, где воздух чище. Это тоже можно понять, изучив карту своего города, приложение мониторинга. Но также, конечно, нужно учитывать общую ситуацию по прогнозу. Ну и проветривать жилье в любом случае нужно, так как может накапливаться СО2. Просто когда воздух хуже, это можно делать реже, когда лучше – чаще. И как делаем мы? Открываем окно, включаем очиститель на полную мощность и выходим с комнаты. Стараемся проветривать минимум 2 раза, а когда получается, каждые 3-4 часа. Может показаться, что все это сложно и муторно, но так только в начале. Все входит в привычку и в итоге становится обычной рутиной, как чистить зубы или принимать душ. А, кстати, благодаря очистителю мы поняли, что готовка еды и особенно жарко могут сильно повышать концентрацию вредных веществ в воздухе, что тоже важно учитывать. И еще из нюансов, не все очистители воздуха дружат с увлажнителями. Это лучше знать заранее. А еще я была немного в шоке, когда зашла в статистику YouTube. 93% из вас смотрят мои видео без подписки. Я считаю, это непорядок, потому что на моем канале есть куча полезных видео, комплексный обзор на жизнь в Польше по всем нюансам, выпуск про все цены и траты, полные обзоры городов, где мы жили, и travel-видео для расслабления. Поэтому подписывайтесь на канал и смотрите другие выпуски, которые вам актуальны и интересны. Приятные впечатления и структурная польза вам гарантированы. Что по самым чистым и грязным польским городам в плане воздуха? Я долго пыталась составить эти 2 рейтинга, и везде информация была разная. Но чаще всего вот эти города были в числе самых грязных, а вот эти в числе самых чистых. Ну и держите средние по загрязнению города. Но это правда неоднозначная тема, так как показатели постоянно меняются, а причины загрязнения в разных регионах бывают разные. Также, например, Краков и Вроцлав в последние годы значительно улучшили качество воздуха. Как вы поняли, проблема с качеством воздуха в Польше достаточно серьезная, но, следуя всем рекомендациям и изучая эту тему в целом, мы можем избежать многих последствий не только для себя, но и для близких людей. А начать озаботиться о здоровье никогда не поздно. Пишите в комментариях, если это видео было для вас полезным. Конечно же, проверяйте информацию, так как в чем-то я могла ошибиться. Вы уже знаете, где искать ссылки. А мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео. Пока!